Здравствуйте! Это видео посвящено установке рамы PowerSlide Mega Cruiser на роликовые коньки Fila NRK GP. Для BX будет то же самое. Казалось бы, а что тут, собственно, снимать? Ну взял, переставил раму и все тут. Вот и я также надеялся. Однако, оказалось, что не все так просто. Расстояние между осями крайних колес и там одинаковое. У PowerSlide Mega Cruiser мы видим 255 мм, у Fila NRK GP, начиная с 44 размера, они для чего-то делают 254 мм. Лично мне это новшество не очень нравится. Кстати, у Fila NRK BX там 243 рама для всех размеров, но дело не в этом. Я приложил обе рамы друг к другу так, чтобы их пазы крепления совпали, но вот не знаю, насколько это заметно на видео, но сразу видно, что оси мегакруизера смещены примерно на 1,5 см относительно осей колес Филы. То есть, если установить напрямую, то выглядеть все будет вот так вот. То есть, рама окажется смещенной вперед. В одном из обзоров говорится, что рама Филы смещена назад относительно других роликов. Я с уважением отношусь к автору этого обзора, но только думаю, что тут какое-то недоразумение. Ну, по крайней мере, по сравнению с Себой, вот я скачал картинки из интернета, и мы можем видеть, что у Филы никакого смещения рамы осей крайних колес по сравнению с Себой не наблюдается. Судя по всему, все еще зависит от размера ботинка, а может быть и под каким ракурсом снималось. Кстати, это вот ботинок 46 размера. Но даже если смещение рамы это дело привычки, ну, лично мне не хочется каждый раз привыкать то к такому, то к другому смещению, особенно когда не планируешь окончательно расстаться с 80-миллиметровыми колесами, а просто-напросто я и купил несколько пар ботинок, чтобы каждый раз не переставлять рамы, колеса в зависимости от погоды и от желания кататься на 3, на 4. Вот вам взято из сайта PowerSlide изображение рам Mega Cruiser и Mega Cruiser Pro. И вот я попробовал их совместить, и мы видим, что в Mega Cruiser Pro все-таки оси как-то сдвинуты назад относительно Mega Cruiser, то есть, возможно, этот недостаток устранен. Ну, если, конечно, снимки сделаны под одинаковым ракурсом, кто знает. И еще интересный момент. В интернете есть картинки Mega Cruiser, установленного на Себу FR1 и FRX. Обратите внимание на положение рамы. Мы видим, что на FR1 оси крайних колес расположены примерно так же, как у рассмотренных ранее роликов, а на FRX они сдвинуты вперед. Вот вам крупным планом места соприкосновения подошвы ботинка и рамы. Пометим для наглядности пяточные части желтым цветом. Причину такой разницы понять нетрудно. Дело в том, что у FR1, как у верхней модели фирмы Seba, дырки насверлены так, что раму можно закрепить со смещением, в зависимости от предпочтений роллера. Вот, видимо, те, кто устанавливали и поставили мегакруизер на FR1 как сочли лучше, ну а на FRX как получится. Так что если у вас Seba FR1, то проблем не будет. А вот если FRX или FR2, то тоже придется столкнуться с этим эффектом. Ну давайте вернемся к Филе. Давайте рассмотрим подробнее раму и сам ботинок. Ну вот с передней частью тут все более-менее понятно. Тут прямо просится просверлить еще одну дырку, и проблема будет решена. А вот в задней части, вот представьте себе, что с смещением в 1,5 см мы просверлим еще одну дырку. Ну, во-первых, она попадет в край рамы, а во-вторых, насколько мы ослабим саму раму. Поэтому давайте посмотрим теперь на ботинок. Ну вот спереди мы видим одну дырку, так что сверлить вот здесь вот просто необходимо. А вот сзади, как будто бы специально для нашей задачи, просверлена вторая дырка. Будь бы она подходящего диаметра, так просто-напросто нарезать бы здесь резьбу, и проблема была бы решена. Но, к сожалению, диаметр у нее где-то равен 8,6-8,7 мм. То есть резьбу на 10 нарезать можно, но боюсь, что держать она будет слабовато. Вот я вытащил резинку, которая выполняет роль антишокера. Кстати, резинка совершенно дубовая, по структуре напоминающая, ну, наверное, автомобильную покрышку. А вот он, кстати, тот самый знаменитый филовский антишокер, который больше ругают, чем хвалят. Действительно, совершенно такой вот плотный материал, крепится на липучке. Пожалуй, можно попробовать взять и вырезать подобный антишокер, ну, скажем, из какой-то вот такой вот фигни, которая валяется на стройках в огромных количествах. Чего там липучку пришить нетрудно, в случае чего можно обратно поставить. Интересно, что получится. Но сейчас давайте посмотрим все-таки на ботинок. Вот тут видно, что эта дырка, мало того, что неподходящего диаметра, так еще вдобавок имеет некий паз. То есть, если нарезать резьбу, ту самую 10 мм, то она еще окажется и несколько укороченной. Ну вот давайте попробуем воспользоваться тем, что нам дают конструкторы. Уж не знаю, специально так задумывалось или нет, но сюда прямо вот замечательно входит 8-миллиметровая гайка. И даже вот если мы возьмем толщину, ну вот толщина вот этой вот резинки, она прям чуть-чуть поменьше толщины гайки. И особенно с учетом вот этого вот паза, гайка будет утоплена полностью. Но сразу скажу, эту резинку
ее, по-моему, не продавишь ни при каких прыжках, не говоря уже о том, что вряд ли вы взяли мегакруизер для того, чтобы делать уж какие-то особо высотные прыжки. Самым простым решением было бы чуть-чуть подточить гайку вот под этот вот паз, у края ребра срезать, но тогда закручивать раму, или если что подкручивать, придется только при помощи гаечного ключа, то есть каждый раз вынимать валенок и изнутри держать вот эту вот гайку. Зафиксировав гайку обычным болтом, давайте вот отметим карандашом, где мы будем сверлить. Ну вот отметили, теперь осталось накернить, просверлить и... И вот, просверлив вначале тонким, а потом более толстым сверлом, мы получили вот такую вот структуру. И гайка сюда уже ложится совершенно нормально, и главное, она уже не вращается, то есть можно заворачивать с той стороны, не держа ключом. По мере затягивания, естественно, она будет сильнее прижиматься и сильнее держаться. Вообще лучше сверлить не 6, а 2 дырки, где-то вот тут вот. Остальные 4 грани гайки просто внизу слегка подточить напильником, буквально доли миллиметра. Дело в том, что эта алюминиевая платформа по краям достаточно тонкая, она сделана такой формы, чтобы держаться за пластик, и 6 дырками ее можно расслабить. А 2 дырок вполне достаточно, чтобы гайка не крутилась. Тем более, что по мере затягивания там же и трение будет работать. Использовать, конечно, придется уже не такой винт, который был. Вот я купил подлиннее, длиной 20 мм. Он, правда, и под ключ, и 5 мм, а не 4, как вот этот вот. Ну, это меня не сильно смущает. Ну вот, тщательно все отмерив и просверлив. Кстати, эту дырку мне пришлось смещать относительно паза на 12,5, почти на 13 мм. Не знаю почему, вроде бы казалось, мерил расстояние между дырками, вот оказывалось 12 ровно. А вот почему-то вот так вот. Но тем не менее совпало практически идеально. Еще вот остается такой момент, что тут вот рама чуть-чуть вогнутая, если мы возьмем прежнюю, которая была совершенно плоской. Здесь полагаются какие-то там резинки, судя по картинкам, но мне вот они не пришли, поэтому я наклею сюда несколько слоев изоленты. Шайбы я вместо таких вот предпочту использовать широкие, хотя они на долю миллиметра буквально толще, и я потом скажу, на что это влияет. Но тем не менее, вот так вот мне больше нравится. Ну и последнее, что нам осталось сделать, это укоротить наш винт где-то на 1-1,5 мм. То есть идеальная длина винта под пяточное крепление 18,5-19 мм. Ну помним, как это делается, то есть наворачиваем гайку, зажимаем в тиски и там уж каким есть режущим инструментом отрезаем. А теперь давайте посадим нашу гайку на клей. Для того, чтобы, ну, если вдруг мы захотим поставить стандартную раму, то чтобы эта гайка не болталась. Хотя она вряд ли выпадет, потому что сбоку ограничивается вот этой вот резинкой, сверху валенком, но все равно намажу простым моментом. Просто роль этого клея чисто вспомогательная, чтобы если мы захотим вместо этой рамы поставить стандартную, то чтобы гайка не болталась. Затягиваем гайку каким-то болтом, чтобы высохло. Вот так, достаточно. Вот возникает вопрос, а можно ли вместо вот такого вот болта использовать обычный с шестигранной шляпкой? Увы, но не получится. Дело в том, что вот это вот колесо почему-то подогнано так, что оно прямо вот почти касается вот такого вот болта. Я поначалу даже когда закреплял, у меня даже оно слегка в него притормаживало, но когда подтянул посильнее, притормаживать перестало. Меня это, конечно, ни капли не смущает, потому что колеса по мере катания начнут стираться, и зазор будет все увеличиваться, но тем не менее почему-то вот PowerSlide подогнал вот таким вот образом свою раму, что колесо прямо почти касается головки болта. С учетом того, что это обеспечило еще и смещение вперед, ну совсем непонятно, для чего они вообще-то это сделали. Ну не знаю, может это касается конструкции каких-то PowerSlide'овских ботинок. А тем временем у нас вот как выглядит крепеж со стороны пятки, а вот как выглядит мегакруизер, установленный на Fila NRK GP только что показанным способом. Вот вам для сравнения Fila NRK GP со стандартной рамой 254 мм. Ботинок 46 размера, как я уже говорил. На этом я прощаюсь с вами, до свидания. А если у кого-то остались вопросы, подойдет ли мегакруизер к другим роликовым конькам, не рассмотренным здесь, то вот я вам приведу размеры, измеренные, правда, вручную, могут быть неточные, сами оцените.